Доброго времени суток, танкисты! Меня зовут Заган, и вы смотрите 13-й выпуск передачи «Танка Махач», в которой железные армады противостоят друг другу и выясняют отношения в жестоких танковых сражениях. Советско-немецкое противостояние продолжается, и по вашим многочисленным просьбам сегодня будут сражаться старейшие машины нашей игры. Танки, которые обожают и боготворят миллионы танкистов, легендарные советский ИС-7 и немецкий Маус. Мы находимся на городской карте «Затерянный город», где советские и немецкие тяжеловесы проведут очень важный первый раунд. Город — это испокон веков родная стихия для маусов, которых советским тяжам будет очень непросто пробивать. Слабых мест в броне не так уж много, и выцеливать их сложно, даже имея самые точные орудия. Пушка «Семки» не отличается хорошими баллистическими показателями, а значит, у Советов большие проблемы. Если вы любите свой танк, подумайте, прежде чем предлагать его для танкомахача. Вы действительно хотите этого? Если уверены на 100%, то готовьтесь. Готовьтесь праздновать победу шампанским или запивать горе поражения кислым кефиром. Последние советские танки окружены со всех сторон немецкой броней. Не остается даже путей к отступлению, хотя в танкомахаче никто и никогда не отступает и принимает смертельный бой, смело глядя в дуло врага. Маус очень большой и очень вкусный. Его прочность составляет 3000 хп, что является лучшим показателем в игре, и на 850 хп больше, чем у ИС-7. Также знаменитая мышка держит рекорд по массе. Такого тяжеловеса больше нет и вряд ли будет в нашей игре. Разумеется, при таких солидных показателях скорость немецкого исполина не является его достоинством. «Семерка» шустрее Мауса в целых 3 раза, а вот назад оба танка едут одинаково. ИС-7 обладает средней для тяжелого танка маневренностью, но в сравнении со слоупочным Маусом вращается на месте очень быстро. Скорость вращения башни также лучше у советского тяжа. Орудия танков не являются выдающимися. Посредственная точность, длительное время сведения и время перезарядки выливаются в довольно слабый ДПМ. Бронепробитие чуть лучше у «Семерки», хотя тоже не является топовым среди одноклассников. Радует лишь средний урон за выстрел, который составляет у обеих машин 490 единиц. А вот чем могут похвастаться легендарные танки, так это своей броней. Про советский танк можно сказать так: это истинно советская, читерная броня корпуса и непробиваемая башня, которая танкует вражеские болванки просто божественно. Маус — это Маус, и тут ничего не добавишь. Броня, броня и еще раз броня. Самое слабое место у Мауса в рандоме — это арта, которая любит откусывать от медленного мыша лакомые кусочки, заставляя его мучиться и страдать. Но в танкомахаче арта запрещена, так же как и премиум снаряды, поэтому взломать такую великолепную немецкую защиту будет крайне проблематично. Открытая карта степи, и здесь «Семеркам» стоит задуматься о том, как использовать свою скорость, подвижность и отличную броню башни. Хотя с такими углами вертикальной наводки очень много от башни и не натанкуешь. В любом случае придется выезжать для выстрела и подставлять под удар корпус. Маусам комфортно везде, где нет арты. Арты у нас нет, а это значит, что исход битвы непредсказуем. Если вы хотите принять участие в танкомахаче, загляните в описание под видео и в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете самые свежие новости о дате, времени и месте новых съемок. В следующем выпуске будут снова драться советские и немецкие танки. Танки, действительно воевавшие на реальных полях сражений Великой Отечественной войны. Готовьте свои любимые бронированные машины ИС и Тигр и приходите сражаться! Поединок подходит к завершению, и мы наблюдаем, как немецкие бронированные мыши снова раскатали советских оппонентов. Не оставили им шансов и усеяли поля горящими остовами врага.
Если простому обывателю скажут фразу «14 боевых мышей», он, возможно, рассмеется и будет биться в истерике, надрывая свой живот. Но тем, кто играет в нашу игру, эта фраза не покажется смешной. Ведь каждый танкист знает, что 14 боевых мышей – это очень грозная сила, которую крайне сложно остановить. 2-0 после 2 раундов, и над советскими танками нависла реальная угроза поражения. Мы переходим на Малиновку, где обе враждующие стороны уже приготовились к битве стенка на стенку. Стенка на стенку является нашим классическим и любимым раундом, в котором проявляются лучшие качества танков. Нет укрытий, а это значит, что остается уповать лишь на броню и точность выстрелов. Хотя укрытия позже обязательно появятся, но ими могут стать ваши союзники, разбитые смертельным огнем противника. А это не очень хорошие новости. Оглушительный рев мощных двигателей, ослепительные огненные залпы крупнокалиберных орудий, разрывы снарядов, точные попадания и рикошеты – это отличительные признаки любого танкового сражения. Но только в Тонкомахаче, в раунде стенка на стенку, вы сможете увидеть такую концентрацию брони на 100 квадратных метров. Столько одновременных смертоносных залпов и горящих от попадания танков. Бой заканчивается печальными для любителей советских танков результатами. Как ни трагично это звучит, но снова победа Мауса. Карта Химмельсдорф и участники Тонкомахача традиционно выстроились вокруг фонтана. Раунд 1 на 1 сегодня ничего не решает, так как победитель Тонкомахача уже определен, и им стал немецкий тяжелый танк Маус. Но противостояние умелых игроков всегда интересно, вне зависимости от результата прошлых раундов. По 3 лучших бойца с каждой стороны. Битва на выбывание, и победивший танк не покидает поле сражения, а продолжает битву с новым противником. И так, пока не кончатся все 3 танка с одной из сторон. Предсказывать результат я не могу, так как все ребята очень сильны индивидуально и способны творить чудеса. Вы просто посмотрите, что творит этот парень на семерке. Он в одиночку разобрал 2 фуловых Мауса. Это просто волшебник. Да и ник у него соответствующий. Чародей. Лайк за действие советского тяжа. Именно за такие моменты мы и любим Тонкомахач. Остается 1 немецкий танк против 3 семерок. И опять это просто невероятно. Сегодня в Тонкомахаче настоящий праздник высочайшего скилла. Игрок с ником Chrome076 на Маусе смог разобраться с 2 советскими танками и сравнять счет в раунде 1 на 1. И, конечно, он заслуживает вашего пальца вверх. А если вы считаете, что этот бой подстроен, загляните в нашу группу ВКонтакте и посмотрите запись съемок. Красивый раунд 1 на 1 закончился тяжелой победой из 7, который немного размочил итоговый счет в Тонкомахаче. 13-й выпуск Тонкомахача стал несчастливым для советского танка ИС-7, который ничего не смог противопоставить немецкой броне. Однако замечательный раунд 1 на 1, в котором семерка одержала победу, должен хоть как-то поднять настроение любителям советских машин и подсластить пилюлю поражения. Итоговый счет 3-1 в пользу Мауса, и я благодарю всех танкистов, которые принимали участие в этом выпуске, за стойкость, мужество и высочайшее мастерство в боях. Для вас старался я, Заган, а также Арбузный. Подпишитесь на лучший канал по игре Мир танков, вот фан, и не забудьте
забудьте про наши каналы. Желаю всем удачи на полях сражений, а я прощаюсь и увидимся ровно через неделю.